Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и я занимаюсь стендовым моделизмом уже несколько лет. И часто в своих выпусках новостей модельного мира у меня звучат новости про модели из смолы. И у новичков часто возникает вопрос, что это и чем такие модели отличаются от обычных пластиковых. И сегодня я решила ответить на все эти вопросы и показать, как смола используется вообще в моделизме. А ведь у нее есть несколько применений. А еще я вам расскажу, как изготавливаются такие модели. Ну что ж, приступим. Ну а перед началом выпуска я хочу посоветовать вам канал Егоркино хобби. В нем автор занимается постройкой макета загородной усадьбы у воды. Скоро будет финал стройки. Переходи на его канал, ссылки в описании, и обязательно подписывайся. Ну а мы начнем. Модели, детали которых изготовлены из эпоксидной смолы, называются смоляными. Но это и не удивительно. А большинство моделей, которые вы видите в коробках на полках магазинов, например, от той же фирмы «Звезда» или «Дрэгон», они изготовлены из пластика, и детали их расположены на литниках. Детали имеют довольно неплохую проработку, минимальное количество литьевых швов, и они легко зачищаются. Наладить производство такой модели довольно дорого. Ну, во-первых, вам надо разработать цифровую модель техники. Кстати, этот процесс необходимо сделать и для смоляной модели тоже. Но часто мелкие производители не реализуют модель в цифре, а из подручных материалов делают мастер-модель. И потом полученная 3D-модель членится на детали, и затем начинается процесс подготовки литьевых форм. В литьевые формы под высоким давлением льется пластик. Он заполняет пустоты, и таким образом получаются детали. Форма, по сути, это золото для производителей масштабных моделей. Пластик довольно быстро отвердевает, и это укорачивает производственный процесс, в отличие от той же смолы. Если раньше литьевые формы вытачивали вручную, это был очень долгий и трудоемкий процесс, который требовал фрезеровщика высокого уровня подготовки, то сейчас литьевые формы фрезеруются на станках с ЧПУ. И по сути теперь литьевые формы вытачивает автоматический станок, а не человек. Но человеку все равно необходимо написать программу для этого станка, и под каждую модель пишется отдельная программа. Так что все равно этот процесс остается довольно трудоемким, но уже намного более быстрым. И именно поэтому мы можем лицезреть так много новинок каждый месяц. Стоимость полученных литьевых форм может достигать и нескольких миллионов рублей, поэтому производители тщательно исследуют рынок, чтобы выявить его потребности. Ведь никому не хочется выкинуть немалые деньги на производство, а потом эту модель купит человек 20 фанатов какой-то определенной модификации танка или самолета. Кстати, вы обратили внимание, что «Звезда» целится на западный рынок? Выход вначале Шермана, а потом Си-130. Тем более, что с падением рубля рабочая сила в России значительно подешевела по отношению к Европе. И именно по этим экономическим причинам мы никогда не увидим версию двухбашенного Т-26 с нужным вам количеством заклепок от крупного производителя, а полки магазинов всегда будут забиты ликвидными Т-34, тиграми и пантерами. Но что же делать, если вы хотите иметь в своей коллекции модель очень редкой машины? Тогда вам на помощь придут производители смоляных моделей. Пока 3D-печать не стала достаточно доступной и точной, именно производители смоляных моделей будут осуществлять запросы самых изощренных коллекционеров. Кстати, некоторые смоляные модели вы можете купить в магазине «Я моделист». Сразу скажу, что цены на эти модели довольно-таки высоки при относительно худшем качестве. Это следствие мелкосерийности производства. Очень часто качество моделей из смолы желает лучшего. Очень много литьевых дефектов, толстые швы, детали очень долго приходится обрабатывать. И смола почти не клеится на классический модельный клей. Только на суперклей можно порой соединить две детали. Для иллюстрации, что такое модель из смолы, я возьму сегодня фирму Croco Models. Такие небольшие производители не располагают той технической базой, что, например, есть у «Звезды». Они гибче, бьют, так сказать, точно в цель и выпускают около 100 моделей одного образца техники. Зачастую именно после 100-й модели литьевая форма приходит в негодность. Именно поэтому для крупносерийного производства смола плохо подходит. Croco Models – это, по сути, распределенная мануфактура. Центр ее располагается в Латвии, литье деталей и печать декали происходит в России, а фототравленные детали приходят из Украины.
Коробки и этикетки тоже печатают в Риге. Они выбирают в качестве прототипа только те модели, которые еще никто не производил. В начале процесса прототипирования собирается вся информация о технике, чертежи, фотографии. Потом придумывается, как модель будет члениться на детали, что будет сделано из смолы, а что из фототравления. Вручную изготавливается мастер-модель. По сути, это матка будущих моделей. С нее снимают силиконовую форму и в нее же льют двухкомпонентную смолу, она же эпоксидная. Эпоксидная смола – это такое химическое соединение, которое после добавления отвердителя превращается в очень прочный полимер. Период застывания смолы довольно велик и может занимать более суток. А теперь давайте поближе взглянем, что из себя представляют такие модели. Начнем с инженерной машины «Жук» в 72 масштабе. Коробки Крок очень ненавязчивый дизайн. Это просто картонная коробка и наклейка с фотографией прототипа. Давайте ее откроем. И тут инструкция. И инструкция выполнена на одном листе и представляет собой просто фотографию, видимо, мастер-модели с номерами. А номера – это детали, которые тоже сфотографированы на задней части листа. Вот, что я могу сказать. Но это, наверное, не самая информативная инструкция, которую я вообще видела у себя в моем опыте, так сказать. Шаги для сборки, я не скажу, что они прям четко и понятны. И процесс, я думаю, займет очень много времени. Давайте посмотрим, что же там еще. Вот. Ну и сами детали, они лежат в таком zip-пакете. Так. Да, и там еще несколько пакетиков внутри. Но это первое, это корпус. Он состоит из двух деталей. Такого они качества. Не скажу, что прям ах. Но работы предстоит очень много. Вот. Стыкуемость. Сложно сказать. Надо сначала зачистить вот эти вот остатки от литья. Но это не лучшее, что я видела в своей жизни. Но все равно интересный, очень-очень интересный прототип. Так, давайте посмотрим дальше. Тут еще два пакетика с гусеницами и мелкими деталями. Да, и пакетик с декалью. Здесь просто бортовой номер машины. Смола, она отличается, особенно мелкие детали, хрупкостью. Вот такой вот трос. Кстати, очень даже классный. Вот. Видно? А это катки. Так, дальше. Давайте откроем гусеницы. Выглядят они вот так. Давайте возьмем одну из них и посмотрим на качество. Работы предстоит много, что я могу сказать. Да, и надо их будет еще, видимо, как-то членить и резать, особенно на поворотах. Она слегка гнется. Ну, посмотрим. Так, а это Магерус. Ну, не Магерус, а РСЗО Ларс на шасси немецкого грузовика Магерус в 72 масштабе. Тоже простая картонная коробочка с даже без логотипа, просто фотография прототипа. Так. И тут опять инструкция. И инструкция выполнена на просто половинке листа А4 в виде фотографий. Но тут есть хотя бы уже шаги расписанные. Но хотелось бы более контрастных фотографий. Вот. Ну и схема расположения всех деталей. Вот. Ну и сами детали. Наверное, самое интересное — это кабина. Вот выглядит она вот так.
Не знаю, надо будет придумать какие-то остекления. Ну, также вот тут мосты, другие мелкие детали. И колеса, но они примерно того же качества, что и предыдущие модели. Декаль с немецкими номерами и крестами. И также две плашки с фототравлением. Ну, что я могу сказать? Если вы очень опытный моделист и у вас в коллекции есть все модели инженерной техники, и вам очень хочется, чтобы дополнить свою коллекцию именно этой моделью, то я вам могу порекомендовать ее. Но никак не могу порекомендовать это новичку, так как подобные модели не факт, что смогут затянуть вас дальше в это хобби. И также, если вы уже определились, что вам точно нужна эта машина, то вам надо помириться с тем, что со сложностями и качествами вам придется побороться. Или не иметь такую модель вообще в своей коллекции. Так что выбор всегда остается за вами. Ну и второе проявление смолы в моделизме – это различные дополнения для моделей. Ну, у меня для примера нашлась только смоляные колеса для ЗИЛа. И вот я хочу вам показать вот это резиновые колеса из коробочный вариант. Вот, то есть вот они вот так вот они выглядят. А это дополнение. Они выполнены в смоле, и видите, насколько тонко можно проработать такие мелочи, как надписи в смоле. Причем с обоих сторон. Здесь, наверное, сложность будет только отрезать от литьевой формы. И поставить придется колесо, наверное, именно вот на землю этим срезом. Но это не так страшно. Так что вот насколько смолой можно повысить копийность вашей модели. Ну и еще одно проявление смолы, это, например, как это делает фирма АВД. Они берут за основу обычную их серийную модель и дополняют ее оригинальными надстройками. Как у этого МАЗа, видите, его дополнили и превратили автомобиль с кунгом. Правда, тираж, кстати, у таких моделей обычно не слишком велик, и их очень быстро раскупают. Ну, давайте посмотрим эту надстройку. Вот, то есть, по сути, это обычная их модель. И вот такая смоляная настройка в виде кунга. Единственное, мне не повезло, он имеет неправильную геометрию. Не знаю, с чем это связано. То ли с хранением и транспортировкой, то ли самим производством. Так что придется его делать каким-то заваленным деревом или перешившим ураган автомобилем. Интересно. Ну и еще одно проявление смолы – это использование ее в фигурах. Вот у меня для примера есть вот такой вот советский солдат. У него, вот смотрите, на одежде сколько складок, и очень классно отлиты обмотки на ногах. Вот, и лицо. Видите? В пластике так не получится. Вот, и, соответственно, вот руки и оружие, мне кажется, очень достойно. Так что смола в фигурах – это большой плюс. Ну а также очень эффектным использованием смолы в моделизме я считаю диорамы. Этот состав очень здорово передает фактуру воды. Итак, давайте подытожим. Как правило, смоляные модели имеют очень редкий прототип, а дополнения из смолы позволяют повысить копийность. Но то, что массовому производителю это невыгодно, и эту нишу занимают мелкие производители. А теперь напишите в комментариях сборку какой модели из этого выпуска вы бы хотели увидеть на моем канале. А та модель, которая наберет большее количество комментариев и пойдет в цех первой. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, и оно оказалось полезным как опытному моделисту, так и новичку. До новых встреч. Пока-пока.